И сейчас я представлю нашего дорогого Браджсундера прабху. And now I will present our dear Bраджсундер Prabhu. Браджсундер прабху, он присоединился также к Искону в 2002 году. Bраджсундер Prabhu joined the ISKCON in 2002. Да, и рожденный в семье браманов, то есть духовных людей, скажем так, он рос и And he was born in the family of Brahmins, spiritual people. So he was growing up. Как слышно меня? Хорошо. Какая-то техническая неисправность, похоже, была. Еще раз, то есть Браджсундер прабху с 5-летнего возраста очень много слушал от своей мамы о деяниях Господа, о святом имени, так вот он рос. Bраджsундер Prabhu, since his childhood, heard a lot from his mom about the deeds of God and about the holy name, and that's how he was growing up. Потом в образовательной системе он получит диплом и степень бакалавра и магистра в области информационных технологий. And then he got the diploma and bachelor and master's degree in IT. Браджсундер прабху путешествует по Южной Африке, Южной Америке, Европе, России, Соединенному Королевству, другим азиатским странам для проведения этих семинаров по Шримад Бхагаватам. Bраджsундер Prabhu travels across South Africa, South America, Europe, Russia, and UK to spread the holy name. Также он является заместителем председателя ИСКОН Бхагавата Махавидьялая, то есть это университет ведический, который исследует, находится во Вриндаване, он как раз изучает Шримад Бхагаватам. And he is also the vice chair of the Institute of ISKCON. It's a Vedic Culture Institute, which is in India. Этот университет также помогает различным общинам по всему миру создавать собственные школы по Бхагаватам, и учебные кружки. This university helps communities all around the world to create schools and groups of studying Bhagavatam. Он обучил более 1500 преданных по его учебному курсу для учителей Бхагаватам по всему миру. Так он помогает различными способами в изучении преподавания Шримад Бхагаватам. His way of helping to study Bhagavatam was that he taught around 1,500 devotees to become teachers of Srimad Bhagavatam. И в настоящее время более 3000 преданных по всему миру следуют его методике изучения Шримад Бхагаватам. And nowadays, more than 3,000 devotees all around the world are following his method of learning Srimad Bhagavatam. Также Браджсундер прабху является заместителем директора GBC и секретарем Министерства Саньяси. Also, Bраджсундер Prabhu is the vice director of the GBC Council and the secretary of the кого? Секретарь? Секретарь Министерства Саньясы. A secretary of the Ministry of Sannyas. И у Браджсундера прабху около 120 тысяч подписчиков на его странице. Поэтому... And he also has about 120,000 subscribers on his internet page. И, конечно же, одно из его достояний, которое я всегда ценю для себя просто в своей жизни, имея знакомство с этой удивительной личностью, это то, что он непосредственный житель Вриндавана. And also another aspect that I value
a lot, it's that he is the inhabitant of Vrindavan. Это наша великая удача всех, It's our all common great luck. потому что быть жителем Вриндавана — это значит быть жителем духовного мира. Because being an inhabitant of Vrindavan means living in the spiritual world. Это значит, в прошлых жизнях Браджсундер Прабху совершил все, какие только можно, виды аскезы, изучил все виды священных писаний. It means that in his past lives, Braджсундер Prabhu made all possible kinds of austerities and studied all kinds of spiritual holy scriptures. Я всегда, когда прилетаю в Индию, сажусь в такси в аэропорту, сначала спрашиваю у водителя: ты не из Вриндавана случайно? And always when I come to India, I take the taxi at the airport and I always ask the driver, aren't you from Vrindavan by any chance? И часто бывает, они говорят: да, я во Вриндаване живу, родился там. And often they say, yes, I live in Vrindavan or I was born there. И тогда я прямо в машине касаюсь его стоп руками и себе на голову кладу пыль его, этого водителя. And then right in the car, I touch the feet of the driver and I put my hands on my head. Поэтому сегодня Браджсундер Прабху осветил все наше собрание. So today, Braджсундер Prabhu made all our meeting holy. И из священных писаний, из Шримад Бхагаватам мы поймем величие и могущество Шримад Бхагаватам, именно отношение его к Вриндавану, Шримад Бхагаватам к Вриндавану именно. And we will understand, from the scriptures, we will understand the greatness of Srimad Bhagavatam and its relation to Vrindavan. И Браджсундер Прабху, он будет представлять у нас на нашем марафоне непосредственно образовательную систему Шримад Бхагаватам. And Braджsундер Prabhu, during our marathon, he will represent the educational system of studying Srimad Bhagavatam. То есть он будет говорить об обучении, об образовании Шримад Бхагаватам, как его можно познавать, изучать. He will talk about studying Srimad Bhagavatam. How one can study it. То есть мы под хорошей защитой, под хорошим руководством опытного учителя Шримад Бхагаватам. Добро пожаловать, Браджсундер Прабху. So we are under a very good protection and under a very good guidance of Braджsундер Prabhu, and welcome. Спасибо вам большое за ваше участие. Пожалуйста, просветите нас, пролейте на нас милость. Thank you very much for your participation. Please enlighten us and give your mercy to us. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारणं परमानन्दमाधवं। श्रील प्रभुपाद की जय। Can you hear me? Am I audible? Yes. Good. So in this age of Kali, bhakti or devotional service is the only way to attain a Krishna. В этот век Кали, бхакти и преданное служение — это единственный путь, как можно достичь Кришны. But where can we get this bhakti? Which shop in the world can we get this bhakti? Где мы можем найти это служение? В каком магазине? Can we get this in any shopping mall? Мы можем найти его где-то в каком-то торговом центре? No. Нет. Bhakti is achieved by the holy association of pure devotees of the Supreme Lord. Excuse me? Bhakti is achieved
the devotional service is achieved by associating with pure devotees. Это служение бхакти можно достичь путем сотрудничества с чистыми преданными. And especially when one gets a chance to associate with elevated soul, one must hear Hari Krishna Katha from them. И особенно если у кого-то есть возможность ассоциироваться с душой, он должен слышать. So, what is the best source of Krishna Katha? Что за источник Кришна Катха? It is Srimad Bhagavatam. Это Шримад Бхагаватам. One might ask why. Ну, кто-нибудь спросит, почему же? Because it has questions and answers related to the Supreme Lord, His name, His form, His pastimes, and there are so many questions for which we will get answers in Srimad Bhagavatam. Потому что там есть вопросы и ответы, которые дал Верховный Господь. И любой человек может найти ответы на свои вопросы там. Srimad Bhagavatam was compiled by whom? It was compiled by Srila Vyasadeva. Шримад Бхагаватам был составлен Вьясадевом. And it is the essence of all the Vedic literature. И это квинтэссенция всей ведической литературы. So, Srimad Bhagavatam is so powerful that even very great elevated soul transcendentalists like Shukadeva Goswami, they are getting attracted to Srimad Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам настолько могуществен, что даже очень возвышенные души, они привлекаются Шримад Бхагаватам. Vedavyas, who is the author of all the scriptures, he divided one Veda into 4. Excuse me, could you repeat that, please? Vedavyas, he divided one Veda, Yajurveda. There was only one Veda originally. There was only one Veda. So Vedavyas, he divided that Veda into 4. Сначала была только одна Веда, Яджурведа, и она была разделена на 4 части. And after he divided it into 4, he decided that I should give these 4 Vedas, for my disciples so that they can preach. И после того, как он разделил ее на 4 части, он подумал, что мне нужно дать ее моим ученикам, чтобы они могли проповедовать. So he identified 4 of his disciples. И он обозначил 4 из них. So as but when he created or he wrote then after the Vedas were divided, he wrote Itihas and Puranas. После того, как Веды были разделены, он нашел Пураны и what? Puranas and? Itihas, history. Историю. He wrote history. Yeah. So once that was, Vedavyas gave all that to his disciples and he told them, you should write commentaries on it. И после того, как он дал это своим ученикам, он сказал, что они должны написать комментарии к ним. So in the last work of Vedavyas was Srimad Bhagavatam, and it was compiled under the directions of Srila Narad Muni. И последняя работа его над Шримад Бхагаватам, она была, ею руководил Нарада Муни. So Vedavyas was looking for someone who can preach Bhagavatam. He was looking for an appropriate person. He looked around everywhere and he could not find anyone. И он, Ведавьяс, искал
кого-то, кто мог бы проповедовать Шримад Бхагаватам. Он посмотрел везде вокруг и никого не смог найти. So he prayed to the Supreme Lord to send a pure devotee who can speak, who can understand Bhagavatam, who can read Srimad Bhagavatam, and who can preach Srimad Bhagavatam. И поэтому он стал молиться Верховному Господу, чтобы он послал ему чистого преданного, который смог бы понять Шримад Бхагаватам и проповедовать его. So Shukadeva Goswami was born to Vedavyas. И Шрила Госвами родился у Ведавьяса. When Shukadeva Goswami was in the womb of his mother, he refused to come out from the womb of his mother. He said, I don't want to come out. Когда Шукадева Госвами был в животе у мамы, он вообще отказался выходить, сказал, я не хочу выходить наружу. And Vedavyas was telling him, Vedavyas was talking to him he was in his womb, Shukadeva Goswami was in the womb of his mother, and the Vedavyas was outside. So Vedavyas was asking, Shukadeva Goswami, you should come out. Shukadeva, please come out. И поэтому тогда отец его просил, пожалуйста, Шукадев, выйди. But Shukadeva Goswami said, oh my dear father, I'm very happy here, very comfortable. If I come outside, Krishna's Maya is very powerful, it will trouble me. И Шукадева говорил, мне здесь очень хорошо, а если я выйду наружу, то там Майя, иллюзия, она очень сильна, и не хочу выходить. So, Vedavyas, he went to Dwarka and he brought Krishna, and then Krishna instructed him, oh Shukadeva, please come out, my Maya will not touch you. И тогда Ведавьяс пришел в Двараку и сказал, Шукадева, пожалуйста, выйди. And Lord, when he got assurance from Lord Krishna that Maya will not touch him, Shukadeva Goswami came out from the womb of his mother. И когда он получил подтверждение от Господа Кришны, что Майя и иллюзия его не затронет, то Шукадева согласился выйти. And then Shukadeva Goswami, when he came out from the womb of his mother, he started walking straight to the forest. He was more than 12 years old. He was for the 12 years he was in the womb of his mother. И когда он вышел из своей матери, он пошел прямо в лес, потому что ему было более 12 лет. То есть более 12 лет он провел в чреве своей матери. So as soon as he came out of his womb of his mother, he started walking to the forest. Ну, как только он вышел из своей мамы, он сразу же пошел в лес. Because Shukadeva Goswami had no business with the material world. Потому что у него не было никакого желания быть в материальном мире. Shukadeva Goswami was a transcendentalist. He was absorbed in thinking of Brahman. Потому что Шукадева, он был трансценденталистом, он был поглощен мыслями о Брахмане. When Shukadeva Goswami was entered into the forest and Vedavyas started running behind him, Vedavyas was shouting, "Oh Shukadeva, please come back." Когда Шукадева пошел в лес, Ведавьяс бежал за ним, и он кричал, пожалуйста, Шукадева, вернись. And Vedavyas was surprised that he did not come back. Shukadeva did not come back. And Vedavyas was thinking, now what has to be done? Но тот не вернулся, и отец был удивлен, и он стал думать, что же нужно сделать. Then Vedavyas he called two of his disciples, said, come here. И тогда Ведавьяс позвал двух своих учеников. And he taught one verse to each one of them from the Bhagavatam. И он научил их одному слову каждому из Шримад Бхагаватам. По одному стиху. Yeah? And Vedavyas requested both of them, now you go and sing in that forest where Shukadeva Goswami is there. И сказал им, а сейчас идите в лес и пропойте для Шукадева.
The shloks, one of the shloka was Aho Bakiyam Stanakala Kutam Jigansaya Paya Daptasadavi Lebhen Gatim Datra Uchitam Tatonyam Kamva Dayalum Sharanam Rajema. And another verse was Varha Pidam Natavar Vapu Karnayo Karnikaram Vibrat Vasaha Kanaka Kapisham Vejanti Chamalam Randran Venur Adhara Sudhaya Purayan Gopa Vrindar Vrindaranyam Sapada Ramanam Pravishad Gita Kirti. So in this way that both these disciples were singing these verses in the forest. Ну, это были две шлоки, и преданные стали петь их, распевать в лесу. So when Shukdev Goswami heard these verses from Srimad Bhagavatam, he got very much attracted to these verses. Ну, когда Шукадева услышал эти шлоки, он был очень привлечен ими. And Shukdev Goswami, he decided that he will come back. He met these people who were singing and he asked them, "What are you singing this?" So then he said, your father can tell you elaborately. So go and meet your father. So Shukdev Goswami went back and met his father. И Шукадева Госвами решил выйти из леса. Он их спросил, этих преданных, что это такое. Они ему сказали: твой отец может рассказать тебе очень детально. Пойди к нему. И он тогда пошел к своему отцу. So Shukdev Goswami, although he was a transcendentalist, but he sat under a lotus feet of his father and heard the entire Srimad Bhagavatam from him. Ну, несмотря на то, что Шукадева был трансценденталистом, он сел и услышал поведанный Шримад Бхагаватам целиком. So Vaishnavas can physically touch Krishna in the form of Srimad Bhagavatam. Вайшнавы могут физически дотронуться до Кришны в форме Шримад Бхагаватама. Because they are hearing about Krishna, his name, his pastimes. So they can actually touch Krishna through Srimad Bhagavatam. Потому что они слышат о Кришне, о его деяниях, и поэтому они могут физически дотронуться до него через это писание. Srimad Bhagavatam is the life and soul of the Vaishnavas. Шримад Бхагаватам — это жизнь и душа вайшнавов. Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya called it as spotless Puran. Excuse me? Lord Chaitanya Mahaprabhu called this Srimad Bhagavatam as spotless Puran. Puran. Господь Чайтанья назвал Шримад Бхагаватам как очень чистое писание. And Chaitanya Mahaprabhu himself used to hear this in Jagannath Puri. И Шримад Бхагаватам, он был услышан в Джаганната-пури. Rupa Goswami in Bhakti Rasamrit Sindhu, he lists hearing Srimad Bhagavatam as one of the 5 essential processes of devotional service. Рупа Госвами сказал, что Шримад Бхагаватам — это один из 5 основных процессов преданного служения. And as you have heard from so many great exalted devotees, that Srila Prabhupada, he took Srimad Bhagavatam to the West. When he came to the Western world, he had this weapon of Srimad Bhagavatam with him. И как мы слышали от наших преданных, Шрила Прабхупада взял Шримад Бхагаватам и принес его на Запад, поэтому это стало таким могущественным оружием на Западе. And with this Srimad Bhagavatam, he actually conquered the whole world. И этим писанием он завоевал весь мир. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, that is Srila Prabhupada's spiritual master, he said that if all the books in the world were destroyed and only Srimad Bhagavatam is there is no loss. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати — это духовный учитель Шрилы Прабхупады. Он сказал, что даже если все книги в мире будут уничтожены и останется только Шримад Бхагаватам, не будет никакой потери. Srimad Bhagavatam is the matured fruit. It is a fruit of a Vedic tree, and it can fulfill all our desires.
Шримад Бхагаватам — это спелый плод ведического дерева, и он может исполнить все наши духовные желания. So, Valmiki Prabhu has arranged a very nice festival for the devotees across the world. So let us sit down and for the next few days and very attentively hear and read the glories of Srimad Bhagavatam. Вальмики Прабху организовал замечательный фестиваль по всему миру. Давайте сядем все вместе и прочитаем прочитаем это славное писание Шримад Бхагаватам. So there are three ways of serving Srimad Bhagavatam. Есть три вида, как можно его изучать. One is by hearing. Первое — это путем слышания. Second is by reading. Второе — путем чтения. And third is by speaking about Srimad Bhagavatam to others. И третье — путем рассказов и общения с другими Шримад Бхагаватам. And in this festival, the devotees will get a chance to hear, they'll get a chance to read, and also they'll get a chance to ask questions. And spread the glories also. So in this way, this is a wonderful way of glorifying Srimad Bhagavatam. И на этом фестивале у преданных будет возможность как услышать, так прочесть, а также говорить об этом и задавать свои вопросы. Поэтому на этом фестивале есть возможность почтения Шримад Бхагаватам. Замечательная. So I wish to sincerely thank all the organizers and the team of Valmiki Prabhu, and also all the esteemed guests who have given their valuable time for glorifying Srimad Bhagavatam. They have come here for encouraging everyone. So thank you very much. Please take to this reading of Srimad Bhagavatam. Make Srimad Bhagavatam as your life and soul. And in this way, you'll be protected from all kinds of troubles in this material world. И я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого фестиваля и всех почетных гостей, которые были приглашены, и всех, кто пришел сюда. И, пожалуйста, читайте Шримад Бхагаватам. Это будет вашей защитой от всех типов неприятностей и проблем. So, thank you, Valmiki Prabhu, for inviting me here. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Спасибо, Вальмики Прабху, за то, что вы пригласили меня сюда. И Харе Кришна, Джай Прабхупад. Спасибо, Браджсундер Прабху, за хорошее послание ваше. И можно спросить у вас, пока вы еще не отключились, чтобы вы в 2-3 словах сказали о этой методике 7-дневной чтения Шримад Бхагаватам, которую вот вы мне однажды посоветовали. And thank you very much, Bраджсундер Prabhu. And now may I ask you, while you are still here connected to us, can you tell us in a couple of words about the method of reading, of studying Srimad Bhagavatam that you told me years ago? Okay. So there are various ways of studying Srimad Bhagavatam. Есть разные виды, как можно изучать Шримад Бхагаватам. So one of the ways, I'll try to explain you all the 4 or 5 ways, and the devotees can, even after this festival is over, still they can choose their way of studying Srimad Bhagavatam. Ну, сейчас я расскажу вам про все эти виды, и преданные могут выбрать даже после фестиваля один из путей, как изучать Бхагаватам. The main purpose of creating this, organizing this festival is to give devotees taste for Srimad Bhagavatam, and once you have a taste, you should continue that on an everyday basis. Главная цель этого фестиваля — это дать людям вкус к Шримад Бхагаватам. И когда у них уже появился вкус, они могут продолжать это и потом. So I'm going to help you with some techniques of studying Srimad Bhagavatam, which you can use it
for your everyday study. Я дам вам некоторые техники изучения Шримад Бхагаватама, которые вы можете использовать в вашем изучении. So I'll share the screen so that I can explain you in a much better way. Я поделюсь своим экраном, так я смогу получше рассказать вам об этом. Do you have that permission? Есть у меня разрешение? Да. Okay. Спасибо. Yes. Okay, so share the screen. Share the screen. Start sharing. Сейчас я поделюсь своим экраном. Okay, can you see something? Вы можете что-то видеть? Вы что-то видите? Can you see the Bhagavatam? Версия, видим. Yes, we do. Okay, thank you. So the first and very simple and easy way to I'll explain the study of purpose, how one can study the purpose. Сейчас очень простой путь, как можно изучать. Я сейчас объясню, как можно изучать комментарии. Okay, so for 1 week, for 1 complete week, we have around 7 days with us. So we can complete reading of we can read 1 complete chapter with purpose in 1 week's time. За неделю мы можем полностью прочитать одну целую главу с комментариями. Just for example, this is chapter number 1 of Srimad Bhagavatam, questions by the sages. Вот, например, глава 1 Шримад Бхагаватама, вопросы садху. Chapter 1. Okay. So, in this chapter, there are around 23 verses. 23 verses. В этой главе 23 стиха. So, if you simply divide your week, the number of days in 7 and 23 verses, if you divide by 7, so you will get around, let's see, 23 verses divided by 7, it is 3 verses per day with purport you have to read only. And in this way, if you read 3 verses per day with purport, you can complete reading of the whole chapter in 1 week's time. Ну, и если вы 23 стиха разделите на 7 дней, то это получается по 3 стиха в день. И вы можете читать по 3 стиха в день с комментариями, и таким образом вы за неделю прочитаете всю целую главу. In this way, every week you can complete one chapter of Srimad Bhagavatam with purpose. Таким образом вы можете за неделю прочитать целую главу Шримад Бхагаватама с комментариями. So this is the one way of studying Srimad Bhagavatam. Вот это один из путей того, как можно изучать это писание. Now, this is a weekly method. Okay, this is 1 week. This is weekly. Now I will tell you the monthly method of studying Bhagavatam. Это был недельный метод. Сейчас я вам расскажу о месячном методе. So the monthly method of studying Srimad Bhagavatam is that you have to choose one subject matter, one topic from the Bhagavatam and study that topic for 1 complete month. А месячный метод заключается в том, что вам нужно выбрать одну из тем, раскрытых в Шримад Бхагаватаме, и изучать ее на протяжении целого месяца. Just like, for example, this three chapter is one topic: appearance of Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva, and conversation between Narada and Vasudeva. These 3 chapters are one topic and related to one topic. Вот, например, вот эти 3 отмеченные главы, 4, 5 и 6, они все относятся к одной и той же теме. So you can study these 3 chapters for 1 complete month. Вы можете изучать эти 3 главы на протяжении месяца. How to do that? How to calculate your number of verses per day? That is very important.
Как же мы можем это сделать? Как мы можем посчитать количество стихов, которое необходимо выучить за день? So let us go to chapter number 4. Ну, глава номер 4, например. Chapter number 4 has 33 verses. И в ней 33 стиха. Chapter number 5, it has 40 verses. В 5 главе 40 стихов. And chapter number 3, that is the sixth chapter, chapter number 6, we have around 38 verses. В 6 главе 38 стихов. So if you add the number of verses, it is 111. Если вы просуммируете все, то получится 111 стихов. And you have decided to read this chapter, these three chapters, that is one topic for one complete month. So divide this 111 with 30. И вы можете поделить 111 на 30. So you will get around 4 verses to be read with purport per day. Ну, и у вас получится примерно по 4 стиха, которые вам нужно прочитать вместе с комментариями в день. So in this way, you can select your different topics. In this way, you can select different topics from Srimad Bhagavatam and study. So these three chapters, if you study for 1 month, you have to read only 4 verses per day with purport. Ну, вот таким образом вы можете изучать Шримад Бхагаватам на протяжении месяца. И получается всего 4 стиха с комментариями в день. So similarly, you can choose many different chapters, like conversation between Maitreya and Vidura, then conversation between Kardama and Manu, marriage of Kardamuni and Devhuti. So these three can become one topic again, and you can use the same formula of adding the number of verses and divide by 30, and you get the number of verses per day. И таким же образом вы можете выбрать другую какую-то тему, например, глава 20, 21, 22, и точно так же вы складываете все стихи из этих глав и делите их на 30, и вы получаете количество стихов, которые вам необходимо прочитать за день. So you can do here also, you can choose here, Daksha curses Lord Shiva, and this is also one topic. Talks between Lord Shiva and Sati Kid Sribhad. This is one topic. So you can read these 3 chapters for one complete month. In this way, you can read, you can choose one topic and you can read month by month. И точно так же, например, главы 2, 3, 4, они все тоже говорят об одной и той же теме, поэтому вы точно так же можете сложить количество стихов, которые в них есть, и поделить их на 30, на количество дней в месяц. И так у вас получится количество стихов, которые надо прочитать в день. Now I will introduce you to third technique of reading Srimad Bhagavatam. Excuse me? Now I will introduce you to the third technique of studying Srimad Bhagavatam. И сейчас я расскажу вам о третьей технике изучения Шримад Бхагаватам. So third technique is in this third technique we study by 2 different methods. Третья техника состоит из 2 разных методов. So there are 2. So let's say the basic minimum time required for this third technique is at least 35 to 40 minutes per day. Время, минимально необходимое время если вы решите использовать третью технику, это где-то 35-40 минут в день. You can see here, it is, should I switch to Russian language? What do you say? Does the people get more clear? Мне включить на русский? Что вы скажете, чтобы людям было легче? Okay, Ruski. Okay. So you can see here in this chapter, I'm showing you there are 2 techniques. I'm saying you every day you have to follow
in this third technique, you have to study Bhagavatam by two ways. So first way is to read only translations of that particular chapter, of one chapter every day. Вот, я сказала об этих двух вариантах, двух методах. Первый из них — это читать только переводы всей главы каждый день. So reading only translations. That means it will just going through the translation, and it will take you only 15 to 20 minutes to read one chapter of Srimad Bhagavatam with translations. И вот, например, если вы читаете только переводы, это займет у вас где-то около 15-20 минут, чтобы прочитать всю главу Шримад Бхагаватам. So every day you should read one chapter of Bhagavatam like this with translations. Okay? Ну, каждый день вам нужно будет прочитать одну главу Шримад Бхагаватама с переводом. And another study technique which you have to also do with this is read one verse with purport. И в другой день вам надо будет еще сделать, что вам надо будет сделать, это прочитать один стих с комментарием. So every day you have to study Bhagavatam by two ways. One is reading one chapter of translations, and second is to read one verse with purport. И так получается, что в один день нужно использовать два этих метода. Первый — это прочесть всю главу, но только ее переводы, а второй — это прочесть один стих с переводом и с комментарием. For example, and now I'm giving you a practical example. Я сейчас дам вам практический пример. So let's say today we studied this one chapter of Bhagavatam. Okay, we studied this only translations. Okay. Ну, скажем, сегодня мы изучаем только вот эту главу и только переводы. Then we will study one verse with purport. This is one verse. Text number 1. We will study with the purport. Okay. А самый первый текст мы будем изучать с комментариями. Verse number 2. So sorry, day number 2. Second day. Day number 2, that is tomorrow. На Tomorrow, второй what we will день. do? Завтра что же мы будем делать? The next day we will study the chapter number 2, only translations of the entire chapter number 2. Okay. И во второй день мы будем изучать вторую главу, и только ее переводы будем читать. So every day you have to increase, every day you have to continue reading chapter by chapter by chapter by chapter chapter. Okay. You have to study that way. Ну и таким образом... One chapter. Every day you have to read one chapter. So one chapter by another you have to continue every day. И таким образом каждый день мы будем читать главу за главой, по главе в день. And you have to read you have to read the purport also. Now the next day you will read the verse number 2 of the first chapter, of the first chapter of Bhagavatam. А также вам нужно прочитать еще и один стих с комментариями. Поэтому на следующий день мы прочтем второй стих первой главы с комментариями. So we will read this second verse with purport. Okay. И мы прочитаем вот этот второй стих с комментариями. So remember that these two techniques are different techniques. Don't mix them together. So you can study purport. You can continue with your purport study verse by verse, and you can continue with your chapter with your translation technique verse by verse. Chapter by chapter. So these two are separate techniques, but are very simple technique. And if you do it every day, it will make a huge difference in your study of and understanding of Bhagavatam. Especially for the beginners, it is very important that they get taste for Bhagavatam, and to get an overview of the entire Srimad Bhagavatam, this technique of reading translation helps you. И это два совершенно разных метода, ну, поэтому не мешайте их. Либо читайте
один стих в день с комментариями, либо продолжайте так читать главу за главой и только перевод ее. Этот метод очень хорош, особенно для новичков, чтобы дать им вкус к Шримад Бхагаватаму. So Спасибо. these are the three techniques by which you can all the devotees they can take advantage of, and translations are easily available on any app. On any app they are available. The only translations are available. Purports are also available, and so these are the three techniques which we encourage our students to follow across the globe to study in this way. Вот эти три техники, это те техники, которые мы советуем нашим ученикам, как они могут изучать Шримад Бхагаватам. Все переводы доступны в интернете, все шлоки и все комментарии тоже. Thank you. Спасибо, Браджсундер Прабху. Thank you very much. Ну, Браджсундер такой Прабху. обзор Спасибо. как Шримад Бхагаватам. For such a review of Shrimad Bhagavatam.